Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в самую красивую пещеру Хуахина – Прая Накхон. Посмотрим, как добраться до нужной точки, сколько стоит вход и в какое время здесь золотой час. Попасть в пещеру, к сожалению, смогут не все. Расскажу про ограничения. Дорога до пещеры Прая Накхон на байке заняла у нас примерно 2 часа. На машине можно уложиться в час. Дороги Хуахина, в отличие от Пхукета, широкие, ровные, практически не загруженные. Первое, на что нам хотелось бы обратить ваше внимание, точка на Google карте ведет не совсем туда, куда вам нужно. Стоянка и вход в пещеру немного в другом месте, нужно проехать дальше. Сделайте скриншот, поставьте лайк, чтобы не потерять, правильные координаты есть в описании. Прямо у стоянки есть выход на пляж Бангпу. Отсюда отходят лодки к пещере за 400 батов, но они облегчат вам только полпути. Сегодня шторм, поэтому лодки вообще не ходят. Еще тут есть скульптура большого краба. Рядом с ней сувенирные лавки, кафе, магазинчики, рынок. Если пройти через них, вы выйдете как раз к кассе. Мы купили входные билеты, взрослые стоят 200 батов, детские 100. Товарищ охранник показал нам на карте, куда нужно пойти. Чтобы увидеть пещеру во всей красе, нужно успеть попасть в пещеру в золотой час. В идеале в 11 нужно быть уже в пещере. Свет в это время падает наиболее эффектно. Но вообще свет попадает сюда с 11 часов до часа дня, а после 3 пещера закрыта для посетителей. И, как вы уже понимаете, наш путь будет совсем нелегким. На пути к пещере предстоит пройти 2 горы, они довольно крутые, ступеньки есть далеко не везде. Поэтому людям, у которых есть проблемы со здоровьем, не рекомендуем рисковать. И если вы решили плыть на лодке, она избавит вас от прохождения только 1 горы, 2 все-таки придется одолеть. По пути есть красивые смотровые площадки, где можно отдохнуть. Тут заботливые тайцы поставили знак. Ваше здоровье все еще крепкое, но кажется, они имели в виду: продолжайте путь, только если вы хорошо себя чувствуете. Далее мы идем между гор. Здесь приятный лес вдоль пляжа, на пляже можно искупаться. Но, конечно, не в день штормового предупреждения. Также здесь есть беседки для отдыха и небольшие кафешки. Перед 2 горой предупреждающий знак. Если у вас есть какие-либо медицинские противопоказания, пожалуйста, проверьте себя еще раз перед тем, как держать путь дальше. Потому что дальше будут ступеньки, которые осыпаются под ногами. Конечно, в особо опасных местах есть перила, но ступеньки очень неудобные. На этой горе мы отдыхали раза 4, и не только мы. Люди просто идут, садятся на ступеньки, потому что просто нет сил дальше идти. И весь путь мы прошли минут за 40, но мы очень торопились, чтобы успеть посмотреть на золотой час. Так, если кто-то покатится, заранее скажите. Ступеньки становились еще круче, людей становилось меньше. Но пейзажи были неописуемые. Несколько советов. Само собой, возьмите воду, много воды. Наденьте самую удобную обувь, которая у вас есть, а если собираетесь плыть на лодке, учтите, что обувь придется намочить. Постарайтесь оказаться в пещере с 11 до часа, лучше всего в 11, в это время будет самый крутой свет. В пещере в тени будет прохладно, если вы мерзляк, возьмите кофту. Ну и будьте аккуратны, если вы будете там после дождя, например, камни будут очень скользкими. Ой, свет падает, погнали. По легенде, это одна из самых загадочных достопримечательностей Таиланда. Пещера Прая Накхон, которая находится внутри национального парка, была обнаружена, согласно местной легендой, около 200 лет назад местным правителем, который был вынужден покинуть свой корабль во время сильного шторма на море и нашел его как место убежища. Затем, в честь визита короля Рама V, внутри пещеры был сооружен курган, на вершине которого разместился небольшой павильон, построенный в Бангкоке, но собранный здесь внутри. Мы успели попасть сюда в золотой час. Это самая красивая пещера не только в Хуахине, но, наверное, вообще пока из всех, что мы видели. Особое расположение этой пещеры позволяет ей ловить солнечные лучи в утренние часы. Выглядит как в сказке. Кстати говоря, когда мы выезжали из дома, прогноз погоды нам показывал, что весь день небо будет затянуто тучами и будет дождь. Но, как видите, в этом месте все равно как по волшебству солнечно и свет падает потрясающе. Обязательно посмотрите, какие еще достопримечательности есть в Хуахине. И, конечно, подписывайтесь на канал, у нас много интересного впереди.
Кстати, имейте в виду, что обратно вам предстоит тоже пройти весь этот непростой путь.